Здравствуйте, мои хорошие! Я вас приветствую на моем канале. Сейчас, дорогие мои, хочу предложить вам, давайте мы подведем итоги этого месяца. То есть посмотрим, какие процессы, может быть, будут завершаться уже к концу этого месяца, да, что-то будет, что-то подойдет уже к финишу своему, что-то будет начинаться. Вот давайте подведем итоги этого месяца. Итак, для вас, мои дорогие. Так, кто-то здесь что-то действительно решил отпустить. Возможно, было расставание, либо внутренние какие-то печали, неудовольствие, недовольство, неудовлетворенность какими-то делами чувственными. В то же время, несмотря на то, что вы стоите, видите, как будто тут на поминках своей любви, каких-то своих чувств, но 2 бокала-то еще есть. То есть, значит, мы никак не можем этот вопрос, да, поставить, как будто он уже пришел к финалу. Нет, он к финалу не пришел в этом месяце. Если кто-то поссорился со своей половинкой, вы думаете, что вы расстались навсегда, нет, это не так. Дальше. Можно сказать наоборот. Совершенно каким-то магическим образом ваше неустойчивое положение, которое шаткое, что-то связано с вашими отношениями и чувствами, будет уравновешиваться. То есть здесь четко идет восстановление отношений. Так, дальше. Вы будете очень довольны. Много радости. Вы чувствуете, что пришло время каких-то прекрасных перемен на самом деле. Идет сбор урожая. Я вижу вас женщиной, которая как получила свой какой-то джекпот, свой приз, свой выигрыш. Возможно, знаете, здесь будет вам какая-то награда за ваше терпение, что ли. Не то, что вы там терпели чьи-то неблагополучное поведение. Нет. Ну, возможно, как вам сказать, ситуацию не накаляли, да, не обостряли, как бы давали ситуации созреть. Давали, если человек в чем-то неправ, виноват перед вами, да, дали ему время подумать и сделать свои выводы, как-то прийти, что-то объяснить и оправдаться. То есть здесь именно ваша мудрость, ваша, так сказать, выдержка, что ли, да, приведет к тому, что вы получите вот этот свой успех, вот этот ваш приз в виде вашего удовлетворения вот этим процессом. То есть ваш любимый человек будет с вами. Возвращается, если ссорились. Может, вы поссорились и в разных комнатах просто спите, так он в вашу комнату будет возвращаться. Так, мужчина здесь у нас. Вот он нарисовался, да, это у нас жезловый король, огненный мужчина, темпераментный, горячий. Действительно, такой мужчина часто может какие-то делать резкие, может быть, даже импульсивные, необдуманные поступки, либо слова какие-то говорить. Потом может, естественно, все взвесить. И он такой, что он может попросить прощения, только когда он, если он понимает, что он в чем-то не прав. Так, именно своей мудростью, вашей мудростью вы восстановите отношения, вы в паре будете. Также здесь показана активность со стороны женщины. Вот видите, ну просто показано. Я вам просто, то сейчас начнете мне писать, я никогда первая не напишу, я же не прошу вас это делать. Я просто говорю, я читаю карты, да, что женская инициатива поощряется в этой ситуации. Дальше идем. Так. Ух ты, какие карты пошли, мама дорогая. Это да. Ваши страхи, страхи что-то потерять, прошу прощения, заговариваюсь уже, обернуться как бы наоборот. Не то, что не только плюсиком, а здесь и большой идет выигрыш какой-то. Страх потерять мужчину оборачивается тем, что мужчина возвращается к вам и даже может сказать, давай мы будем с тобой парой. Потому что иерофанты, ну, это у нас законность, это у нас брак, это у нас традиции, понимаете, это то, что принято в обществе. И здесь такое ощущение, что этот момент, он в какой-то мере поможет вам, вашей паре. Возможно, избежать каких-то других искушений и ссор в будущем. Огромный шанс идет вам. То есть
Ваши страхи не обоснованы. Вот то, почему вы там не спали ночей, либо не спите ночей, да, это не обосновано. На самом деле все идет у вас будет хорошо. Кстати, если у кого-то ночные тут бессонные ночи из-за каких-то денег, страх, допустим, вы потеряли, вы не знаете, как их возместить, либо страх потери работы, допустим, да, этот страх напрасный, потому что ваш туз пентаклевый, он у вас в руках. Это успех, это деньги, это хорошая работа, это шансы, это будет у вас в руках. Поэтому страхи ваши, ну, может быть, скажем так, надуманы, да, и нужно вам больше доверять себе, своим чувствам, своей энергетике, да, и действовать, активно действовать. Так, вижу, здесь проявится два молодых человека, с которыми вы, возможно, были на отдалении, либо какие-то зависли какие-то дела, какие-то отношения. Эти люди, пентаклевый и кубковый король, могут быть для взрослой женщины, например, сыновьями. Это могут быть ваши друзья, это могут быть ваши клиенты. Ну, что-то, что как будто у вас есть контакт с этими людьми, но допустим, на какое-то время прервался контакт. И вот они появятся на вашем горизонте. Может быть, это клиенты даже ваши, да? Вы будете, естественно, очень радоваться, потому что идет восстановление, возобновление каких-то процессов, да, которые зависли, а теперь будут восстанавливаться. Смотрите, какая карта идет. Семейная идет карта, карта труда и карта детей. То есть для взрослых женщин, у кого есть дети, взрослые либо маленькие, да, у кого, может быть, в семье вопросы есть между собой, какие-то трения, да, смотрите, здесь будет все налаживаться, как в работе, так и в любовных ваших семейных отношениях. Также хочу сказать, карта восьмерки пентаклевой для семьи. Это говорит о том, что ну, над отношениями надо трудиться. Ну, нельзя успокоиться, то, что вот мы в браке, мы тут поженились, мы расписались, и, значит, можно спустя рукава, так что будет, то будет. Тоже надо над отношениями трудиться. От этого всем будет только лучше и только хорошо. Так, еще эта триада, что нам говорит? Возможно, у кого-то будет возвращение на работу, которая у вас уже была, либо встреча с человеком, с которым вы когда-то работали. Но эта встреча очень приятная, и человек для вас приятен. Кто-то, как когда-то вы, допустим, общались, да, и встретитесь. Так, либо кто-то, может быть, пошел искать лучшие работы, большего счастья, так сказать, и, может быть, ничего не нашел, и человек будет возвращаться на прошлую работу. Для кого-то тоже так карты могут подсказывать. Так, дорогие мои. Смотрите, у кого-то есть амбиции, чего-то вы хотите достичь, куда-то попасть. Это трудное достижение, трудно туда залезть, видите, и получить то, что вы хотите взять, да? Но ваше желание выше страха опасности, допустим, да, выше каких-то предостережений. Вы жаждете это получить, и все. Тут вот даже вышла для усиления эффекта карта дьявола у нас, да, говорит о том, что ничего не может вас сдерживать. Настолько вы хотите что-то вот получить. Здесь это что-то, это может быть, опять же, работа, деньги, власть, мужчина, любовь. Что-то вас очень сильно привлекает. Вы знаете, во-первых, я вижу, что у вас получится. Нет никаких возможностей ни у кого вам помешать. Вот смотрите, в этой колоде, как карта дьявол прорисована, видите? Мужчина, да, скорее всего, пьющий. Бутылок здесь много вокруг. И вот колпаком его накрыли. И вот он не может выбраться, да, из-под этой банки, из-под этого колпака стеклянного. Не может выбраться, чтобы это все бросить и прекратить. То есть это как бы как зависимость. И вот здесь есть ощущение, что вы достигаете вот этого своего желания, невзирая на то, что кто-то хотел бы вам перекрыть этот путь, понимаете? Вот вас накрыть этим колпаком, да, и вы там бейтесь хоть как рыба об лед, ну, лишь бы у вас не получилось. Как будто вот такой человек есть или обстоятельства какие-то, ну, обстоятельства тоже творят люди, которые хотели бы вас поставить в зависимое положение, да, вот, например, будешь мне должна, я тебе помогу, но ты мне будешь целую жизнь должна, и тогда ты получишь там свое вожделенное, что ты, чего ты там хочешь. То есть кто-то хотел бы как будто вас втянуть в зависимость, понимаете? Но
По двойке жезловой, насколько я понимаю, вы никуда, вы не тот человек, которого можно куда-то втянуть. Вы сами выбираете, с кем вам быть. Вы свободный, вольный человек. Да, вы выберете себе пару, но это будет пара, которая вам по душе. И здесь никакого ни у кого не получится. Может быть, у вас есть на работе, например, мужчина, который говорит: я тебе, вот у тебя же есть амбиции там чего-то достичь, стать там начальницей, очень зарабатывать классно, да, я тебе помогу, только заходи ко мне в зависимость, да. Вот, например, женатый взрослый мужчина молодой девушке предлагает: давай будем встречаться, а я тебе, будет у тебя карьера золотая, открыты тебе все двери, да, но ты будешь зависима от меня. Девушка, эта женщина, выбирает путь свободный. Сама буду выбирать, как я хочу идти, куда я хочу и с кем я хочу идти. Поэтому здесь будет избежание у кого-то попасть в зависимость. Хотя у вас большие амбиции, вам очень хочется это что-то получить. И я вам хочу сказать, вы это что-то для вас важное, вы получите только сами, своим свободным путем, своим свободным выбором, независимостью. Вы эту зависимость обойдете. Ну, то есть скажете просто нет, да и все. Так, дальше смотрим. Угу. Идет какая-то радостная встреча, компания. В этой компании будет очень интересный для вас мужчина, который вас будет очень интересовать. Смотрите, какой он здесь сидит. Красавчик. Успешный, не глупый, умеющий жить. Конечно, человек, который умеет считать, да, потому что он все, что у него есть, он заработал. Он любит красивую жизнь, но он этого и достоин. Он не украл, он заработал. Здесь такое ощущение, что человек этот будет перед вами, как вам сказать, ну не то чтобы красоваться, ну пускать так пыль в глаза, как бы пытаться заинтересовать вас, ну влюбить в себя, как, ну заинтересовать, да, то есть на какой-то вечеринке, на каком-то дне рождения, что ли, будет очень успешный мужчина, который будет стараться вас к себе привлечь, рассказывать вам какие-то интересные истории, в общем, завлекать как может. Ну давайте тогда рассмотрим. Для кого-то из вас такой мужчина идет. А с чем идет? Давайте посмотрим. Он действительно хочет просто поиграться или у него там проклюнется какое-то серьезное чувство к вам? Давайте посмотрим. Так, ну вы его, во-первых, вы видит вас королевой жезловой, значит зажигаете, являетесь для него огонечком таким. То есть он испытывает к вам страсть. Так, тройка жезловая, ну скорее всего у этого мужчины есть кто-то. Есть кто-то, поэтому он вас рассматривает как будто, как скажем, как серьезно, увлекся серьезно. Но может такое быть, что рассматривает вас как третью, как в треугольник, понимаете, в тройку жезловую вас хотел бы. И хотел бы, конечно, победить, то есть добиться вас, но чтобы был треугольник. Либо для кого-то может проиграться, если у вас есть мужчина, да, и вот какого-то вы такого соблазнителя встретите, который будет готов быть третьим в треугольнике. И так может проиграться. Ну, это ваш выбор. Будем идти дальше. Это ваш выбор. Может пускать пыль в глаза, там обещать золотые горы этот мужчина. Ну, как бы соблазнять в меру того, как он сам видит эту жизнь, да. Дальше смотрим, дорогие мои. Действительно идет какое-то предложение, связанное с финансами. И это предложение, оно идет, видите, по карте смерти. Карта смерти вышла, а вокруг у нас карты, денежные карты, пентаклевые. То есть какие-то будут трансформации, перемены, связанные с вашим доходом. Но в лучшую сторону, перемены в лучшую сторону. То есть то, что вы заложили какой-то фундамент вашего успеха в денежных делах, да, кто-то, может, свое дело у вас есть, или пассивный какой-то доход у вас, либо просто на работу ходите и зарплата, но вы как бы вложились так, что у вас идет увеличение. Причем перешагиваете через ступеньку, да, если простите, если идти как бы спокойненько, да, после семерки должна быть восьмерка пентаклевая, у нас уже сразу девятка. То есть здесь будет какая-то такая трансформация, что хорошие денежки придут. Может быть, больше, чем вы, допустим, ожидали. Дальше. Так.
Так, дорогие мои, на этой колоде у нас девятка кубковая прорисована, видите, как беременная женщина. Поэтому однозначно здесь у кого-то показано, что будет и беременность. Беременность идти в браке. Вот показан у нас император. Новая дорога, новый путь. Конечно, это новая дорога, новый путь. Что такое беременность? Совсем новая жизнь. Да? Родится маленький человек, будет много радости, много счастья. Это радость и счастье с вами разделят ваши родные, ваши друзья. Поэтому у вас есть защита, у вас есть опора, у вас есть человек, который будет о вас заботиться. Вот такой прогноз у нас здесь показан. То есть кто-то, возможно, узнает, что вы беременны. Да? Так. Дальше. Так. Ну, какой-то идет окончание какой-то довольно-таки печальной истории. Идет окончание печальной истории. Две десятки, это они нам просто кричат, что что-то было очень трудно, очень болезненно. И каждая из десяток говорит о том, что вот это что-то трудное, болезненное заканчивается. Потому что десятка – это конец цикла. Вы вырываетесь все-таки. Восьмерка жезловая – это как и ограничения, но это те ограничения, которые вы можете сами снять. Видите? Стрелы. Стрелы, а вот у одной стрелы есть крылышки. Да? То есть вы можете этими крылышками взмахнуть и улететь, убрать от себя какие-то ограничения. Поэтому здесь человек будет вырываться из каких-то трудных обстоятельств. Либо они, скорее всего, вы вырываетесь, либо они просто совершенно естественным путем, скажем, подходит к финалу, и вы отправляетесь дальше. Финал каких-то тяжелых переживаний, подходит к финалу какие-то серьезные вещи, которые вам приносили тяжесть, приносили вам какую-то печаль. Двоечка кубковая. Ну что ж, шикарное идет свидание. Любовное, романтичное, счастливое. Жезловый туз, огромная страсть, притяжение, вам хорошо вместе, фантастическая история, фантастическая любовь. Но хочу я вам сказать, что какой-то у этой любви, у этой пары есть еще желающие люди, которые желают эту пару, ну, разбить. Видите, вот стоят, нападают. Но я вижу, что вы будете отбиваться. Либо вы, либо ваш мужчина. Вы будете защищать свою любовь, свое чувство, свою страсть. Имеете полное право запретить кому-то вмешиваться в вашу жизнь. Поэтому будут какие-то люди, ну, могут говорить, он тебе не пара, он не подходит тебе, там слишком молодой, или наоборот, слишком взрослый, или там он иностранец, или он там мало зарабатывает, либо много зарабатывает, и вы не пара, там, ну, что-нибудь. Люди всегда найдут, что им сочинять, знаете. Вот, так что надо будет отбиваться. Ну и по пятерке жезлова это может быть, конечно, кто-то пытаться вмешаться и со стороны короля. То есть ему тоже могут что-то там сочинять, рассказывать и так дальше. То есть на это обращаем внимание. Так. Вы знаете, девочки, кто-то из вас очень одинокий человек, у которого либо вообще нет ничего, нет любви, допустим, да, у кого-то, может быть, были такие серьезные потери в жизни, когда потерял человек вот работу, либо даже жилье, ну, либо бывает такое, знаете, что все вместе полетело в пух и прах, развеялось, рассеялось, всякое бывает. Вот человек одинокий и очень такой обездоленный, смотрит на людей, у которых все хорошо, да, и думает, боже мой, ведь и у меня когда-то так было, да, а сейчас у меня нет ничего за душой. И смотрите, к этому человеку подходит другой человек, очень искренний. Кубковый паж – это искренний человек. Подходит и говорит, вот, я тебе помогу, возьми мой бокал, да, возьми мою помощь, возьми мою душу, возьми мое тепло. Здесь какой-то мужчина, либо показан мужчиной, конечно, это и правда может быть мужчина, а то, что он в образе пажа показан, может говорить просто об искренности, потому что дети всегда искренны. Поэтому именно так его чувство может быть действительно проиграно и показано.
Либо это может быть другой какой-то человек, например, родной. Некоторые люди, знаете, родные, бывает, ссорятся и не общаются долгое время. И тогда для вот этой женщины, если к ней приходит, например, ее сын, да, с которым не виделись, не общались долго, вот этот подход, да, с любовью, с теплом, с объятием, с прощением, или человек попросит прощения, это даже может быть для кого-то дороже, чем если это мужчина. То есть какой-то человек, который к вам очень искренне относится, подходит к вам и говорит: пойдем со мной, да, вот наша с тобой семья, вот нам здесь тепло, уютно, много, нам здесь безопасно, да, мы защищены. Здесь очень хорошая идет история именно для какого-то человека, для кого-то из вас, дорогие мои, кто очень сильно пострадал. Может духовно, может и материально, а может и все вместе. Вот идет спасение вам, понимаете? Идет вам спасение. Так, вот такие у нас, видите, итоги. Итоги февраля. Так. Угу. Вы знаете, у кого-то был мужчина, который повелся, потянулся за какими-то легкими удовольствиями, скорее всего, как променял семью просто на пустышку, на какой-то мираж. И человек предательство совершил, видите, он вот ушел. Бросил семью, допустим, либо, может, еще хуже, не только бросил, а еще и, допустим, забрал жилье там. Ну, такой поступок, конечно, некрасивый совершил. Он сейчас в энергиях мечевых, значит, его, может быть, не хотят видеть на пороге этого дома, да, либо люди испытывают неприязнь друг к другу, да, либо уже нет любви давным-давно, а наоборот только злости, хочется отмщения, да. Вы знаете что? Он вот побродил по свету, соскучился и будет, выбирал что-то, выбирал, соскучился и будет пытаться вернуться в тот дом, да, где когда-то его любили, ему доверяли, будет пытаться вернуться такой человек. Он с мечом, но это не значит, что он придет с мечом. Это просто в каких он сейчас энергиях, да, вот одинок, заброшен, там никому не нужен, злой, может быть. Будет пытаться, долго-долго где-то бродил по свету, да, пытался что-то там себе, строил какие-то иллюзии, теперь у кого-то будет пытаться вернуться в дом. Так. Смотрите, он и так, он и сяк, а ему почти нет ответа. То есть с этой стороны девятка жезловая, да, как он там пишет, допустим, звонит, говорит: давай увидимся, можно я тебя хочу увидеть, там я соскучился, можно я увижу детей, я вот там рядышком, либо я подъеду, либо еще что-то. Здесь вот он, смотрите, уже организовывает эту встречу, четверка жезловая. То есть он весь настроен на то, чтобы вернуться, а посерединке двойка жезловая – это тот ответ, который он получает. То есть либо женщина говорит: я не хочу, либо говорит: я подумаю, я не знаю, надо мне это или не надо. Либо говорит: видеться не хочу, можем пообщаться так, в переписке, потому что это общение, которое чем-то ограничено. Видите, вот мужчина подходит, да, говорит женщине, а у женщины тут все закрыто, глаза не вижу, не могу, не хочу и так далее. То есть этот мужчина отклика не получает пока что на свое предложение. Будет у кого-то вот такое возвращение. Но он тут, видите, падает прям в ноги, так скажем. Настолько он хочет этой встречи. Весь все осознал. Вот такой мужчина здесь показан. Кому-то будет возвращаться. Так, итоги февраля подводим. Так. Ну вот он приходит, смотрите. Как говорится, посыпает голову пеплом, да, говорит: делай со мной что хочешь, только прости меня, только прими меня. Я изменился, я готов работать, у меня тут такие планы. Если вот, ну, к примеру, у вас там общий дом, он говорит: я тут и все починю, я и ремонт сделаю, я готов действовать. Он действительно ко всему этому готов. Смотрите, видите, два человека здесь, оба стоят с такими молоточками, готовы не только планировать, но и делать. То есть этот мужчина, да, пришел, повинился искренне,
намаялся, намытарился, очень сожалеет о прошлом. Я не буду продолжать об этом мужчине, выбор будет делать женщина, вот, но мы уже понимаем, что да, он вернулся навсегда. Если женщина захочет, может принять. Дальше идем. Дальше идем. Так. Вы знаете, какой-то есть человек, который очень долгое время за вами наблюдает. Мечевой паж. Смотрите, видите, книга. И человек как будто мастерит тут себе то ли лампу какую-то там, то ли что. Он хочет что-то узнать, информацию какую-то взять. А информацию о вас. Мечтает кто-то о вас. Вышла карта звезда. И долгое время, потому что это долгие две карты. Луна и звезда. За вами кто-то наблюдает. То есть это соцсети, но это и жизнь. Да? Может, вы по работе где-то пересекаетесь с каким-то мужчиной, и которому вы очень нравитесь. И он как бы все присматривается, либо решается подойти. Да? В чем-то он заблуждается, либо чего-то о вас не знает. Либо вообще ничего не знает, хоть и наблюдает. Да? Видит там одни фотографии, либо просто видит ваш образ. Но как бы не знает, что и как. Хотел бы узнать о вас как можно больше. Смотрите, его сердце совершенно разбито. Он видит в вас женщину своей мечты. Хочет с вами быть, хочет с вами жить, хочет с вами фундамент, вот дом построить и бережно хранить то, что между вами будет. Но вы к нему как будто холодны. Видите, королева мечевая, то есть вы заняты своим. Вы, мечевая королева, это холодная вообще-то королева, знаете, которая легко отбревает людей. Ну и что ты там влюблен, ну и что? У меня своя жизнь. Видите, вот у нее, что у нее там за спиной? 3 таких висит. То есть отказала им когда-то и даже и не парится, сидит, вот цветочки обрезает. То есть, но это не значит, что такая женщина и есть. Это она в таких энергиях, да, в таком она настроении. За то, что прожито, за то, что пережито, за какие-то обиды свои. И вообще, может быть, знаете, семья, дети, работа, некогда об этом думать. И вообще никому не верю, никого не хочу. То есть, а человек серьезно, человек хочет серьезно, дорога женщина ему это. И разбито сердечко от того, что нет ответа, что он никак не может достучаться в это сердце. Понимаете, в чем дело? Ну, здесь просто вам, наверное, обратить надо внимание на то, что если вот такой человек есть, предлагает вам что-то, да, то вы должны понимать, что, ну, он правдиво вам это предлагает, просто правдиво, как бы довериться, попробовать хотя бы, если он вам симпатичен. Ну, дальше идем. Вот видите, сколько историй у нас тут рассказано. Так. Ну, здесь какая-то будет налаживаться ситуация, очень долгоиграющая, как будто долго люди долгое время ссорились, либо не общались. Вот знаете, в семье иногда, к сожалению, люди вот так вот рассорятся, допустим, и там месяцы, либо и дольше не общаются. Но здесь будет эта ситуация налаживаться, как будто люди встретятся и простят друг друга. Может быть, вообще не будут эту тему поднимать, просто обнимутся и все. Может быть, обговорят. Но я не вижу даже выяснений, кто прав, кто виноват. Я просто вижу, что от этого берега, где вам было очень много больно, колюче, так знаете, вы все-таки отплываете. Там, где комфортно и гармонично. Поэтому с кем-то будет закрываться такой гештальт, как какая-то ссора, возможно, долгоиграющая. Но это, конечно, может, собственно говоря, и касаться и мужчины. Почему же нет? Тоже. Так, королева кубков идет, карта солнца, карта пажа пентакливого. Вы знаете, у кого-то здесь идет прекрасная женская реализация, да. Вы кубковая королева, вы любите, любят вас. Идет у вас взаимообмен энергиями любовными, теплыми, да, сердечными. Вы счастливы от того, что вы кого-то любите. Вы счастливы от того, что любят вас. От этого счастливого союза у нас могут появиться детки. Конечно, для тех, кто
периоде жизненном таком, когда детки рождаются, да. Если детки взрослые, например, уже у вас, или пока вообще рано об этом думать, то пентаклевый паж может еще показывать какие-то подарки. То есть для вот этой любящей женщины от вашей половинки, от вашего мужчины будут вам подарочки какие-то. Так, императрица у нас тут идет. Императрица. Вы знаете, кто-то будет размышлять, входить в эту роль, либо нет. Императрица у нас что? Руководитель. Это у нас женщина, которая мать семейства, да, мама, там, женщина, которая рожает, домом занимается. В то же время и руководитель. Императрица, она все умеет захватить, все вместе. Кто-то будет из вас решать, потому что вот обе карты говорят о том, что будете принимать какое-то мудрое решение. О именно том, чтобы вам в эти энергии входить. То есть кто-то будет принимать решение действительно о замужестве, о вашей женской реализации. Кто-то будет принимать решение о, возможно, предложении вы получаете на какую-то переходить руководящую даже должность. И вы об этом думаете, вот вы думаете. Но ситуация практически у вас в руках, поэтому... Но только тот, кто скажет нет, тот и не возьмет эту ситуацию. Остальные, конечно, возьмут эту ситуацию в свои руки. Так. Какой-то конфликт показан с мужчиной кубковым. Выпал кубковый мужчина и рядом карта башня. Вы знаете, какое-то резкое сообщение, что-то быстро, резкое узнаете о каком-то короле, который вам дорог. Ну, башня может показывать, девочки, и то, что заболел. И то, что, ну, например, попал в какую-то аварию. Ну, не значит, не думайте, что сразу трагично все. Нет, ну вот, ну что-то случилось такое, знаете, взрыв, неприятное очень. Что-то поломалось, да. Что-то произошло на работе, там поломалось. Поэтому вы можете об этом узнать, что человеку, которого вы любите, у него случилась какая-то стрессовая, шоковая такая ситуация, и это очень резко. Это вот резко происходит, и резко вы об этом узнаете. Мужчина этот может быть родной человек, брат, может быть сын, может быть муж, может быть мужчина, который вам нравится. И так, и так. Какое-то резкое будет событие у него происходить. Такое, конечно, не ахти событие, но что карты показывают, то мы с вами и читаем. Правильно? Правильно. Так, я, между прочим, хочу сказать, это событие, оно каким-то диким негативом не закончится. Смотрите, какие вышли карты. Колесо фортуны, это у нас колесо года и колесо фортуны, удача поворачивается. Карта силы вышла у нас и карта справедливости. То есть, скажем так, смотрите, то, что у этого мужчины произойдет, скажем так, вышла карта справедливости, то есть то, как он именно либо пострадает, либо не пострадает, это будет как какой-то такой акт справедливости за все, что ранее человек сделал, да, принес, скажем так, в этот мир. То есть, ну, скорее всего, если человек есть добрым, да, ну, человечным, то он делается легким испугом. Вот. Но карта силы в любом случае говорит, что все как бы нормально закончится, то, что там башня это выпала, все будет хорошо. И также действительно, возможно, это будет связано с какой-то дорогой. Ну, колесо само по себе, это у нас символ дороги, конечно. Так, ну давайте досмотрим. Осталось всего несколько карт. Мы их, конечно, разложим. Так. И вот еще две карты. Ну вот. И мы с вами на всю колоду сделали расклад, да? С чем вот мы к концу месяца приходим. Какие проблемы закрываются. Давайте рассмотрим. Вот смотрите. Кто-то из вас, дорогие мои, ситуацию, возможно, одиночества, возможно, личной какой-то паузы в личной жизни. Это касается и реального одиночества, это касается и когда люди в паре, но нет ощущения, что вы в паре, да, есть ощущение, наоборот, что один совсем один. Вот как будто человек спасается, как видите, информацией какой-то, то есть, возможно, изучение, кто-то идет на какие-то курсы, кто-то решил куда-то поступать, учиться, что-то менять в своей жизни. Также вы мечевой вообще туз, это и принятие решения, но это и очень большой поток такой информации. То есть, возможно, вы себя сейчас спасаете, защищаете от своих каких-то неудач в личной жизни с методом, способом, да, какого-то обучения,
какого-то вашего личностного роста. И я вам хочу сказать, что, судя по последним картам, это очень правильное решение, потому что именно таким образом вы найдете мир и гармонию в своей душе и мир и гармонию в окружающем вас мире. Смотрите в конце, что вышло у нас. Карта судьба и карта мир. То есть, скажем так, кому по судьбе, у вас есть половинка, у вас есть мужчина, да, любимый, кому по судьбе с ним быть и дальше, допустим, наладить отношения, помириться, да, то вы и дальше, конечно, с ним будете. Вот вам по судьбе мир, перемирие, да. Для тех, у кого не по судьбе этот мужчина, ну вот расклеилось, вот не пошло, отдаляетесь, да, нет общих тем, там, я не знаю, что-то произошло, какой-то подвох, да. Здесь вам целый мир перед вами, мир у ваших ног, то есть какие-то глобальные изменения, которые идут вам по судьбе, в вашу жизнь заходят, понимаете? Поэтому здесь нет проигравших на самом деле. И у тех, у кого получится там помириться и вместе остаться, и у тех, кто пойдет дальше в новые отношения, проигравших нет. Здесь идет, как бы вы в любом случае будете чувствовать себя очень гармонично, то есть все идет так, как оно надо, как оно должно быть. Вот такое у нас сегодня гадание. Всем любви, мира, гармонии, добра и до новых встреч.